Недавно для мартовского номера журнала GQ Korea группа BTS провела фотосессию, которая показалась мне очень интересной. В интервью с участниками, посвященном их нынешним методам работы и целям создания нового альбома «Эрирнг», один вопрос особенно привлек мое внимание, потому что он показался мне поворотным моментом в том, как Ви, Тэхён всегда смотрит на Чингука. За кадром фотосессии BTS для журнала мы также видим, как Тэкук позируют вместе. Между ними чувствуется определенная близость. Это одна из вещей, которую я хотела подчеркнуть в этом видео. Я была так рада увидеть, насколько они близки, даже на групповом фото. По какой-то причине между Тэкуком всегда есть какая-то интимность, которую невозможно игнорировать. То, как Тэхён, кажется, всегда обращает внимание на Чингука, как будто его взгляд никогда не отрывается от того, что Чингук делает рядом с ним. Даже если это всего лишь мимолетный взгляд, ясно показывает, что Чингук всегда будет его малышом. Во время сессии вопросов и ответов участники также рассказали о своей службе в армии и о различных областях, в которых они служили. Каждый поделился своим личным опытом, рассказал, как они адаптировались к напряженному графику и о трудностях, с которыми они столкнулись, скучая по своей жизни до службы. Однако, я думаю, важно выделить один из самых запоминающихся моментов Бэнгтрон и их воссоединение во время временного отпуска. Тэхён, кажется, помнит этот момент как нечто очень значимое. Они могли бы помнить что угодно другое, но именно воспоминание о воссоединении с участниками во время их службы в армии запомнилось им больше всего. Когда Тэхён упомянул, что его воспоминания относятся к нескольким неделям до демобилизации, он тепло вспомнил, как Чингук плакал и изливал свою душу. Оказалось, что больше всего Тэхён помнил, как Чингук плакал, потому что отчаянно хотел вернуться на сцену и выступать. И его слова описывают, насколько Тэхён искренне заботился о Чингуке и как красиво Чингук выразил свои чувства к участникам. Это стало лучшим воспоминанием Тэхёна о встрече перед его демобилизацией. Даже когда Шуга Юнги присоединился к разговору о любви и страсти Чингука к музыке после того, как Тэхён рассказал об этом моменте, Чингук, казалось, смутился от истории, которую Тэхён выбрал в качестве самой запоминающейся. Тэхён, похоже, не хотел это отрицать. Вместо этого история вызвала смех и смущение у Чингука. Чингук мог только смеяться и делать вид, что не помнит тот день, говоря, что они все там были. То, как Тэхён вспоминал, как Чингук плакал, потому что хотел выступить на сцене, напомнило мне самого Тэхёна в его интервью W Korea. Он однажды вспомнил момент на концерте Хобби, который глубоко тронул его, когда он увидел, как Чингук исполняет дуэт. Тэхён признался, что, наблюдая за выступлением Чингука, он прослезился, потому что был так растроган. Однако он также признался, что держал это в секрете, потому что ему было стыдно плакать, и он решил сделать вид, что ничего не произошло. Что действительно ощущалось, когда Чингук выступал, после почти 2 лет военной службы, это не только эмоции самого момента, но и тот факт, что Тэхён наконец-то увидел выступление Чингука на сцене впервые за долгое время. Именно это и довело его до слез. В то время Тэхён даже опубликовал фотографию Чингука на большом экране в своей истории в Instagram, где он и Чимин наслаждались выступлением. То, что самым запоминающимся воспоминанием Тэхёна стало наблюдение за страстью Чингука к возвращению на сцену, и то, что Тэхён тоже плакал, наблюдая за его выступлением, было невероятно трогательно. Тот факт, что Чингук всегда был малышом Тэхёна, неоднократно подтверждался его поступками. День, когда Тэхён признался, что разговаривал и плакал с Чингуком после спора с участниками группы о продлении контракта, еще раз доказал, что Тэхён никогда не пренебрегал потребностями Чингука. Наоборот, он всегда помнил обо всем, чего хотел Чингук. И пока это было в его силах, Тэхён всегда радовался, видя Чингука счастливым. Нет любви чище этой, забота, защита и поддержание такой связи незаменимы. Видя, как Тэхён радуется счастью Чингука, становится ясно, насколько искренни его чувства. Безусловная и глубокая любовь – вот что Тэхён чувствует к Чингуку. И если копнуть глубже, это не просто результат одного интервью или фотосессии для GQ Korea.
Связь между BTS и особенно между Ви и Чингуком строилась годами, через стрессовые дни стажировки, сложный дебют и часто изнурительный пик мировой славы. Когда Тэхён рассказывает о том, как Чингук плакал, потому что скучал по сцене, это не просто забавная история, чтобы оживить интервью. Это честное признание того, насколько глубоко он понимает Чингука. Он не перечисляет главные достижения, награды или успехи. Он выбирает уязвимый момент, когда Чингук показал свою тоску, свою уязвимость и свою огромную любовь к музыке. И этот выбор кажется глубоко личным. Потому что возможность помнить такие детали означает, что Тэхён действительно был там. Не только физически, но и эмоционально. Он заметил это, он ценил это, он дорожил этим. Военная служба – непростое время для любого. Особенно для такого человека, как Чингук, чья жизнь с подросткового возраста вращалась вокруг сцены. Прожекторы, аплодисменты фанатов, музыка, которая сотрясала его грудь – все это было частью его жизни. Когда все это внезапно прекратилось, естественно, возникло чувство пустоты, которое трудно объяснить. И Тэхён это видел. Он видел, как Чингук скучал по сцене. Он видел, как эта страсть никогда не угасала, лишь сдерживаемая временем и обязанностями. Он увидел его сторону, которую, возможно, не каждый может увидеть. Что делало все это еще более трогательным, так это то, что сам Тэхён пережил нечто подобное. В своем интервью W Korea он признался, что плакал, когда увидел выступление Чингука после столь долгого перерыва. Не потому, что шоу было посредственным, а потому, что оно было необыкновенным. Потому что он знал, как много сцена значила для Чингука. Видеть его снова стоящим там, поющим с такой страстью, было все равно, что видеть, как кто-то заново открывает для себя оторванную частичку своей души. Тэхён, возможно, рассмеялся, когда сказал ему, что Чингук плачет. Чингук, возможно, покраснел и сделал вид, что забыл. Шуга, возможно, добавил комментарий о любви Чингука к музыке. Но за всем этим скрывается нечто гораздо более глубокое – чувство гордости, чувство восхищения, теплота, которую невозможно подделать. За эти годы мы видели, как Тэхён относится к Чингуку. Как он смотрит на него, когда Чингук говорит. Как он слегка улыбается, когда Чингук делает что-то, что ему кажется милым. Как он подсознательно держится рядом с ним, как будто расстояние между ними всего лишь формальность. Даже на групповых фотографиях есть динамика, которую трудно описать словами. Язык тела никогда не лжет. Близость ощущалась естественно, не натянуто, не постановочно для камер. Казалось, присутствие друг друга было зоной комфорта, которую они знали слишком долго. Их отношения также переживали трудные времена. Тэхён однажды признался, что были моменты, когда они ссорились, когда разногласия создавали напряжение. Но именно тогда проявлялась зрелость их отношений. Они не отдалялись друг от друга. Они разговаривали. Они плакали. Они вместе преодолевали трудности. И когда встал вопрос о продлении контракта, момент, который должен был определить их будущее как группы, Тэхён признался, что разговаривал и даже плакал с Чингуком. Это было непростое решение. Это был момент, изменивший жизнь. И тот факт, что они прошли через этот разговор вместе, показывает, насколько важен был каждый из них в их жизни. Любовь не всегда должна определяться ярлыками. Иногда она проявляется в маленьких жестах, в воспоминаниях о чьих-то слезах, в счастье, которое приходит от простого созерцания чьей-то улыбки. Казалось, Тэхён находил свое счастье в счастье Чингука. Он гордился не только великими достижениями Чингука, но и был тронут его небольшим стремлением к сцене. Он видел в Чингуке не просто самого младшего участника группы, а того, кого он защищал, поддерживал и глубоко понимал. И, возможно, именно это делает их историю такой трогательной для многих. Потому что в мире, который часто бывает суровым и требовательным, видеть, как два человека так искренне заботятся друг о друге – большая редкость.
Видя, как Тэхён помнит мельчайшие детали о Чингуке, его слезы, его мечты, его страсть, мы понимаем, что забота – это самая простая, но самая сильная форма любви. Со временем они будут расти. Их музыка будет меняться. Их концепция будет развиваться. Мир, вероятно, увидит новые их стороны. Но если что-то и остается неизменным, так это то, как Тэхён смотрит на Чингука с той же теплотой, что и много лет назад. И, возможно, за всем этим смехом и шутками, которыми они обмениваются перед камерой, скрывается молчаливое обещание, которое никогда не нужно произносить вслух, что бы ни случилось, они всегда будут заботиться друг о друге. Потому что в конце концов, их делает сильной не только сцена. Не только музыка поддерживает их. Это также связь, которую они построили друг с другом. Связь, которая выдержала испытание временем, расстоянием и обязательствами. Связь, которая остается нерушимой. Связь, которая заставляет Тэхёна улыбаться, когда он видит Чингука счастливым. И пока эта улыбка остается, пока эта забота остается, пока глаза Тэхёна подсознательно ищут Чингука в толпе, их история всегда будет занимать особое место в сердцах многих. Потому что настоящая любовь не всегда кричит громко. Иногда она просто присутствует во взгляде, который никогда не отводит взгляда.